Вопрос по длине и типу кабеля, который используется. Тут есть два варианта. Первый, тот кабель, который используется для подключения талона. По умолчанию, да, это медный кабель, физический аналог RS485 данной шины, поэтому здесь может быть использован кабель сечением, допустим, 0,75 или больше, в зависимости от этого будет, соответственно, дальность, то есть шины, которая будет поддерживаться по 485. Но кроме этого, шина талон, она позволяет осуществлять подключение по оптиковолоконным сетям. Длина кабеля, который, соответственно, идет для подключения уже адресного шлейфа, оно, во-первых, рассчитывается в самой программе. Вот здесь как раз показан экран с программы, с нашим, соответственно, шлейфом, который есть. Исходя из того, какую конфигурацию мы делали, показаны те устройства. Ну, допустим, в данной конфигурации это 4 типа устройств, суммарно 12 штук, 10 датчиков, 1 индикаторный модуль и 1 расширитель. Соответственно, показано, какие токи идут потребления и какое максимальное потребление у данных модулей. То, что я говорил, что модули, которые содержат в себе и строп, и звуковое оповещение, они имеют достаточно высокое потребление. И в самой программе мы можем, исходя из того, какой кабель у нас заложен, задав его погонное сопротивление, задав какая линия соединения, удаления шлейфа, то есть какая линия до первого устройства, рассчитать то, какой шлейф у нас будет, исходя из нашего количества извещателей и параметров сети. Также в программе мы можем рассчитать элементы резервного питания, то есть задавая то, какие у нас режимы работы в случае пропадания основного питания 220 вольт, допустим, мы можем задать, что 30 минут мы должны выдерживать в режиме тревоги и 24 часа в стандартном режиме. Система у нас рассчитывает, какое нам необходима емкость аккумуляторов для резервного питания. Ну, опять-таки, шина талон, она позволяет организовывать петлю. То есть, если у вас есть сомнения в том, что, допустим, одна шина может быть перебита, в каждую прямую контрольную панель может быть установлен еще один модуль и организована вторая шина с совершенно другим пролеганием кабеля, и это позволяет обезопаситься от того, что будет какие-то повреждения кабельных систем. И, соответственно, не будет функционирования единой системы из нескольких приемно-контрольных панелей.